нефть остается важной составляющей нашей жизни. Мировые цены на нефть стремительно растут. Стоимость контракта на экспорт нефти марки Brent в марте 2025 года выросла на, можно сказать, 1,5% и составила более $81 за баррель. Вот, Борис Леонидович, хотелось бы у вас узнать, какие прогнозы по нефтяным котировкам можно сделать сегодня, как долго будет сохраняться вот такая тенденция роста и от чего она сейчас зависит? Ну, к сожалению, сейчас рынок сильно стал зависеть от политических всевозможных событий, в том числе и от предстоящих. Совсем скоро, через неделю, состоится инаугурация нового президента США. У него есть свои инициативы. Вот последний, наверное, рывок цен на фьючерсы вверх – это действия предыдущей администрации Байдена, которая в пятницу, вот буквально только что, ввела новый пакет антироссийских рестрикций, куда прежде всего попали страны, компании, задействованные в топливно-энергетическом комплексе. Если посмотреть на те комментарии, которые западная пресса по этому поводу дает, есть надежда у Соединенных Штатов, что возможности поставлять морским транспортом на экспорт у «Газпромнефти» и у «Сургутнефтегаза» снизится на 970 тысяч баррелей в сутки, то есть практически на 1 миллион баррелей в сутки. И в той же статье, по-моему, Bloomberg это публиковал, дается анализ того, что это больше, чем имеющийся на день сегодняшний профицит. Ну, это соответствующая реакция рынка. Если такой объем нефти действительно уйдет с мирового рынка, возникнет дефицит, поэтому реакция несколько нервная. Нефти станет меньше, она превратится в дефицитный товар, надо страховаться, поэтому пошли такие контракты на фьючерс. Даст ли это результат в дальнейшем? Мне кажется, что рынок немножечко успокоится, когда поймет, что, собственно говоря, может стать результатом вот таких санкций, и все вернется на круги своя. Зима никогда не была периодом высокого спроса на нефть и нефтепродукты по понятным причинам. Так что, я думаю, откат будет в течение ближайших пару недель на новые места. Итоги 2024 года уже подводят. Впервые за долгое время снизился объем импорта со стороны Китая, основного драйвера роста спроса на нефть. Так что, мне кажется, вот такие оптимистичные цифры, которые мы сейчас видим, не будут долговременными. Угу. Вот также хотелось бы узнать ваше мнение, Мурат Муалим. Вот с чем связан рост котировок? Вот мы знаем, что вот многие считают, и это так и есть, скорее всего, что именно санкции США и на энергорынок России наложенные повлияли на вот нынешний рост. И хотелось бы услышать ваши прогнозы по котировкам также. Ну, я думаю, что вот в пятницу объявленные санкции, вот как сказал наш коллега, против, по-моему, Сургутнефтегаз, и еще там другая компания российская. Но это даже не самое важное. Самое важное, что были наложены санкции на транспортные средства, которыми можно будет перевозить эту нефть. И основные сегодня покупатели российской нефти – это Китай и Индия, потому что последние несколько лет произошел некий разворот от европейского рынка к азиатским рынкам ввиду известных причин. И сегодня фактически Китаю и Индии, наверное, все же придется искать на Ближнем Востоке или в африканских странах нефть. И там еще это затронет часть этих судов, которые попали под санкции, а их там огромное количество, там 163, по-моему, наименований есть. Они еще и занимаются тем, что перевозили иранскую нефть. Соответственно, и там будут проблемы. Значит, вырастут цены фрахта, соответственно, страховые. И это, конечно же, будет, я считаю, что ощутимый вред нанесет России. Но что касается того, что сколько времени эти цены будут высокие, я думаю, что недолго.
Рынок быстро найдет новых поставщиков, безрисковых. Потому что, понимаете, может быть так, что на определенном этапе фьючерсы находятся на более низком ценовом уровне. Но вопрос страховки, вопросы фрахта, они занимают очень существенный у них удельный вес в суммарной стоимости всего этого проекта. Поэтому будут некоторые изменения, я думаю. Какие возможные варианты? Ну, первый вариант, что Россия будет продавать нефть по той цене, которую ей рекомендуют, значит, западные партнеры. Второй вариант – Россия не согласится с этим, но тогда будут проблемы со страховкой. И как будут выходить из этого положения, я не знаю. Вполне возможно, что на сегодняшний момент может быть даже произойти, будет такая ситуация, что России будет выгодно продавать нефть за $60, чем связываться со всеми вот остальными проблемами. Это мы посмотрим. Но в любом случае, я думаю, что существенных изменений цены на нефть ожидать не придется. Ну, короткое время поднимется, потом, значит, спустится. Ну, вот я думаю, что вот так вот. Больших колебаний не будет. Да, вот все-таки, Борис Леонидович, хотелось бы у вас узнать, вот мы знаем, что Москва уже выступила с заявлением, что Россия ищет способы минимизировать последствия решения Белого дома. Вот как Россия может минимизировать убытки, связанные с санкциями, введенными Соединенными Штатами? Давайте начнем все-таки с того, что начиная с весны 2022 года именно топливно-энергетический комплекс России находится в центре внимания всех, кто изобретает рестрикционные меры. Это не было каким-то сюрпризом ни для «Газпромнефти», ни для «Сургутнефтегаза». Конечно, можно искать нефть где-то на стороне, пытаться поймать химический состав нефти «Юралс», нефти Тихоокеанской, но значительно быстрее и проще вопрос решается дополнительными нефтяными судами в портах Китая и Индии, которые совершенно спокойно могут переливать нефть из танкеров вне портовых зон. На этом все и закончится. С чисто технической точки зрения, да, это вызовет дополнительные расходы, но они не будут настолько велики. Суда, попавшие в этот могучий список, там действительно сейчас больше 350 судов, ну, не будут они заходить в порты. Вот на этом все и закончится. Дело в том, что попытки поймать нефтяников за руку государства предпринимают уже больше 100 лет, начиная с того времени, как нефть вышла на мировой рынок, вот с той поры и пытаются поймать. Такая игра достаточно долгая. Сказать, что всегда эти попытки были успешными, не получится. Тем более, что изобретать России особенно ничего не нужно. Достаточно хорошо выстраиваются отношения с Ираном, а Ирану есть чем поделиться в этом направлении. Иран значительно дольше находится под санкционными действиями со стороны коллективного Запада, и способов борьбы со всеми изобретениями у него более чем достаточно. Не будем их перечислять, наверное, в прямом эфире, но научились с этим бороться, тем более, что Иран действительно тоже может попасть и в новые волны рестрикций, но и еще один такой повод задуматься. Если суда попадают в список за то, что они перевозили подсанкционную нефть, у них пропадает вообще стимул провозить легальную нефть, так скажем. Мы уже в списке. Нам уже не вернуться к перевозке той нефти, которая устраивает большую семерку. Значит, это действительно не случайно уже теневой флот, в который какие-то суда входят, выходят, возвращаясь к перевозке другой нефти. Они теперь не будут оттуда выходить. Это будет уже более-менее постоянный флот. Есть ли в этом необходимость для большой семерки, для Соединенных Штатов в частности, мне сказать сложно. Очевидно, что рост котировок в ближайшее время приведет и к росту стоимости на автозаправках в Соединенных Штатах, чего избиратель там никогда не любил. Правда, сейчас поствыборное время, можно делать что угодно.
Но те же западные эксперты в своих комментариях говорят, да, конечно, может быть, вот эти 970 тысяч баррелей в сутки уйдут, но мы подозреваем, что они не уйдут. То есть они уже сами не понимают, для чего они выносят эти списки. Так что действительно вот эти изменения, которые мы видим, будут краткосрочными, потом все вернется на круги своя, будет происходить то, о чем предупреждали эксперты отрасли еще в самом начале 2022 года. Все антисанкционные действия приводят к тому, что меняется мировая логистика. Ближневосточная нефть пошла в Европу, российская нефть пошла в Азию. Это не очень просто организационно, поэтому были и колебания цен, они поднимались, снижались, но сейчас таких крупных рывков уже не будет, все уже приспособились. Так что здесь, по-моему, ничего выдающегося не произошло. Угу. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Также, Мурат Муалим, хотелось бы узнать, как рост котировок повлияет на Азербайджан. Рост стоимости нефти марки Azerlight также наблюдается, и она поднялась выше отметки $80 за баррель. Насколько я знаю, в бюджете Азербайджана на нынешний 2025 год установлена стоимость $70 США за баррель. Вот как тенденция к росту котировок повлияет на экономику страны, и стоит ли повышать закрепленную в бюджете стоимость, скажем, как в прошлом году, если все-таки цены останутся на высоком уровне? Ну, если цены останутся долго на высоком уровне, наверное, но я не думаю, что до этого дойдет, и чтобы меняли бюджетные цены. Скорее всего, что, вот как мы сказали, что это будет ненадолго. Но для Азербайджана, конечно, даже кратковременный рост цен на нефть сегодня это выгодно, и можно будет больше вкладывать деньги в альтернативные источники энергии, которые на сегодняшний день, может быть, прибыли не несут, но они будут нести прибыль после нефтяной эры. И в конечном итоге, конечно, на сегодняшний день это Азербайджану выгодно. Выгодно и Азербайджану, и всем странам, которые имеют нефтяные доходы. Я еще раз хочу повторить, что в принципе из-за этих санкций даже больше меняются цены на страховые инструменты. Больше меняются цены на фрахт судов. А вот этих проблем у Азербайджана нету на сегодняшний день. То есть Азербайджан может брать чистую прибыль дополнительную, которая, значит, вот на сегодняшний день дает эта вот разница цен. Вот, я думаю. Вот с Азербайджаном, в принципе, понятно. Вот, Борис Леонидович, многих интересует также, как будет меняться энергетический рынок во время прихода в власть избранного президента Дональда Трампа. Вот, согласно заявлениям, его политика будет сильно отличаться от нынешней политики администрации Джо Байдена. Если Байден вводит ограничения на добычу нефти, то Трамп собирается как раз увеличивать эту добычу и выступает за дальнейший рост именно добычи, а не покупки нефти. Если он выполнит вот все свои обещания, воплотит в жизнь свои заявления, как его действия могут повлиять на нефтяной рынок и в целом на рынок энергетики? Ну, давайте сначала позволю себе пару слов по поводу того, как смотрят финансовые власти Азербайджана на происходящее на нефтяном рынке. Я думаю, взгляд абсолютно идентичен тому же, что имеется в России. Сейчас выросли котировки фьючерсов. Фьючерсов, а не нефти. Нефть не продается по этим ценам. Фьючерсы – это март, а у нас сейчас январь. Поэтому, соответственно, наше Министерство финансов, как в вашей республике, так и в моей, будут следить за тем, как будет идти реальная торговля нефтью, а не за фьючерсами. Это две совершенно разные ветви, так скажем, нефтяной торговли. Теперь, что касается обещаний Байдена, он их дает много. Я бы позволил себе напомнить, что Байден при этом не является владельцем нефтяной компании и ею не управляет ни в каком случае. В Соединенных Штатах нефтяных компаний, у которых были бы доли государства, которые могли бы как-то влиять на них, есть экономические интересы Соединенных Штатов, политические интересы Соединенных Штатов, есть экономические интересы нефтедобывающих компаний и их акционеров.
они далеко не всегда совпадают. Это первое соображение. А второе соображение – вот эти изменения, запретить добывать на тех или иных участках, запретить прокладывать нефтепроводы. Энергетика – это самая консервативная часть экономики. Она точно не работает в режиме, не знаю, компьютерных игр. Изменения мы вам разрешаем бурить и начать бурить, подготовиться к этому, подготовить всю инфраструктуру. Это всегда достаточно большие временные промежутки. Это, так сложилось, такова технология добычи нефти. И я думаю, что уж кому-кому, а Азербайджану это точно известно. Поэтому заявление Трампа о том, что Соединенные Штаты начнут больше добывать, совпадут ли его пожелания с теми, кто занимается непосредственно добычей нефтью и немножечко занимался финансированием избирательной кампании Дональда Трампа. Мне кажется, что это далеко не всегда будет совпадать. Вряд ли в интересах нефтяных компаний США нарастить добычу. Нарастить добычу – это дополнительная инвестиция, серьезная инвестиция. Вложить деньги для того, чтобы твой товар стал дешевле, может быть, какая-то логика в этом имеется, но я ее не вижу. И не стоит забывать о том, что действия Дональда Трампа находятся в вилке возможностей и желаний. Снижение стоимости за счет увеличения добычи нефти в Соединенных Штатах будут громко приветствовать в Китае. Со словами «большое спасибо, что вы помогли нашей экономике, снизив цены на нефть». Повышение стоимости нефти приведет к аплодисментам в России. Спасибо, что вы помогли нашей экономике. Поэтому предвыборная риторика Трампа и то, какими будут действия его администрациями, какой будет реакция нефтедобывающих компаний самих Соединенных Штатов, это время будущего. Мне кажется, что не стоит торопиться, дождемся инаугурации, подождем, как обычно, 100 дней, и тогда будет более-менее понятно, что из себя представляет новая администрация Дональда Трампа. Все-таки еще хотелось бы у вас узнать ваше мнение по поводу того, может ли Трамп изменить санкционную политику Соединенных Штатов и поменять как-то решения, которые уже были сделаны Джо Байденом, и имеет ли он такую юридическую возможность? Юридические возможности у него, безусловно, есть. Если у него желание, как будет выстраиваться работа его администрации, она же не состоит из одного Дональда Трампа, там пришла целая команда. Как она будет работать хотя бы между собой, удастся ли им там выстроить отношения. Опыт предыдущего президентского срока Трампа показывает, что в прошлый раз у него не очень хорошо получилось. Так что юридические возможности есть. А вот что будет на практике, давайте я не очень понимаю ажиотаж до инаугурации. Есть же традиция 100 дней посмотреть на то, что будет происходить. Через 100 дней после инаугурации посмотрим. Ну что ж, Мурат Муалим, хотелось бы узнать ваше мнение по поводу того, как изменится энергетический рынок с приходом к власти Дональда Трампа. Он сделал, как мы уже сказали, множество заявлений, еще непонятно, какие из них воплотятся в жизнь. Хотелось бы услышать ваше мнение. Вообще, с заявлением Трампа надо относиться немножко осторожно. К примеру, он утверждает, что он будет бороться с эмиграцией. Причем я начал с миграции, потому что американская экономика работает на пределе. То есть там безработицы фактически нету. То есть если количество работников уменьшить на сегодняшний день, то это приведет к тому, что вырастет цена труда, соответственно, а это в конечном итоге может привести к инфляции. Значит, он говорит, что я буду бороться с иммиграцией, раз. Я буду уменьшать банковские ставки, уменьшать инфляцию, увеличивать добычу нефти. Эти все высказывания, они противоречат друг другу. Понимаете? Если взять, это любой студент, который проходил макроэкономику, он знает, что если если уменьшить количество рабочих мест, то может быть инфляция. А при инфляции уменьшать процентную ставку невозможно это сделать. А в этой ситуации увеличивать нефтедобычу тоже не получится, потому что инвестиций не будет. Понимаете?
Поэтому, если увеличим процентные ставки, то доллар будет дорогой. Если доллар будет дорогой, то, соответственно, инвестиции тоже будут дорогими. То есть там очень много вот таких противоречий. Поэтому я думаю, что вот за последующие 4 года вот Deep State, глубинному государству американскому, будет над чем поработать. Потому что одно дело это сказать, другое дело это сделать. Это совершенно разные вещи. Мы прекрасно помним, что вот в прошлый раз, когда он боролся с понижением ключевой ставки, к чему это приводило. То есть фактически Федеральная резервная служба, которая у них есть, она не соглашалась с этим, потому что прекрасно понимает, что уменьшение процентной ставки может привести к инфляции. Тем более, если это будет сопровождаться еще с другими изменениями, так скажем, ну, в кавычки, наверное, возьмем, неграмотными изменениями макроэкономических показателей. Поэтому так реагировать на это, я думаю, что резко не надо. Я все же думаю, что все это пройдет. Я не уверен, что американские нефтяные компании вот в этой ситуации будут дополнительно инвестировать в нефтяную промышленность. Это возможно только в том случае, если долгосрочно будут высокие цены на нефть. Ну, это вот мы посмотрим. Это покажет время все же.